Мой старший брат умер в 49, мой младший брат умер в 49. И когда приближался этот возраст, я думал, что это вот так и положено, что я тоже уйду. Ну, перевалило. Далеко причем перевалило. Наш брак с Коте, он не был усеян розами. У нас не была зеленая дорога. Мы прошли через очень многие испытания, естественно, потому что рушились семьи, была трагедия детей. Это все очень тяжело и страшно. Но существует, наверное, то чувство, то, что называется любовью. То есть чувство, которое вообще, конечно, властвует над всем. Любовь может сделать тебя самым счастливым на свете и может тебя уничтожить и сделать самым гадким существом. Ну, но это и есть. Свыше нам дали, понимаете, вот это чувство в нас вселили. Так что, но было то чувство, которое покорило все остальное. Ну, естественно. Вообще я считаю, что на свете не существует человека, у которого вот, дорога усеяна только розами. Каждый из нас несет свой крест. Каждый из нас. Но надо нести его достойно, знаете. Надо... Я не люблю ноющих, нытиков. Я не люблю. Потому что я считаю, что уже мы должны благодарить судьбу и Бога за то, что мы есть на этом свете. За то, что мы родились. За то, что Он дал нам право увидеть этот мир, увидеть солнце, увидеть вокруг себя вот всю ту прелесть. Особенно нам, грузинам, сетовать на что-то, когда ты, в общем-то, вот, я счастлива, что мой парашют раскрылся над Грузией, я гражданин Грузии, и я живу в этой потрясающей красоты стране. Другое дело, что жизнь очень коротка, и в грузинском словословие, или как это называется, существует гениальное слово «цути сопели», которое непереводимо. «Цути сопели» – это жизнь секунда, да? Жизнь минута. А жизнь правда минута. И причем это ты начинаешь осознавать где-то после полувекового существования своего. Ты начинаешь осознавать, что, в общем-то, как? Полжизни больше, 3/4 прожито, а тебе только сейчас хочется начинать ее. Это страшно. Но это такие условия жизни и правила игры, которые нам предложили, и мы должны этим удовольствоваться. Мы должны как можно больше успеть сделать добра. Кота был очень мягким, очень добрым, очень податливым человеком. Так что про нас сказать и про него, что он сильный был в другом, он был сильный духом, он был очень образованный, до неприличия образованным человеком. Я считаю, что он добился в жизни самого главного, он нашел себя. Хотя он был актером и Руставелевского театра, и Марджановского, и спортивный комментатор, в общем-то, номер один, да. Он нашел себя, вот когда он организовал вот этот театр одного актера. Вдруг Коте сказал, я сейчас хочу делать спектакль «Сталин». И он, знаете, вот у него была возможность в Москве, он был допущен к тем архивам засекреченным. Причем он это стал делать, начал, вернее. И это желание у него было, конечно, его, ну, как вам сказать, вот раздеть, вот оголить все его эти самые. И, естественно, он тоже из репрессированной семьи, и очень многие у него пострадали, как он вам говорил. И начал он, в общем-то, работать. Чем больше он углублялся, чем больше он был допущен к этим секретным документациям,
чем больше он читал книг, а это книги не одна и не две, поверьте мне, это около 1000. Потому что каждая наша поездка в Москву, я сходила с ума, потому что я знала, что мы оттуда должны тащить 20-30 книг о Сталине. И он работал, только работал, около 2 лет. В конце концов, он вот сделал этот спектакль, я вам начал рассказывать, который шел 7 часов. Но потом мы сказали, что умрет зритель, или надо его разделить на 3 части, или как-то. Ну, в конце концов, он постепенно это сбавлял до 4, сейчас потом до 3 дошло. И меньше 3 я как не буду, и правда 3 часа с антрактом он это играл. И он понял, что это был, конечно, незаурядный человек. То, что он был гений, в этом, я думаю, никто не сомневается. Другое дело, там злой гений, добрый, но он был гений. Потому что вот этот человек, в общем-то, я помню, приезжал сюда Караулов, знаете, он делал о папе передачу, тоже что-то такое, и вот этот был жив. И он брал от меня интервью, мы сидели вот в большой комнате, там он интервью, а Коте был здесь, что такое. И в какой-то момент Коте вошел, так прислушивался. Вошел в тот момент, когда Караулов, значит, мне говорит, он же, говорит, был бездарный, ничего, он ничего не знал. И тут я такого Коте не помню ни до, ни после. Он так взорвался. Кто, говорит, был вообще незнайка, нечитанный? Ну, это на него взваливать на Сталина, знаете, ну, у него вот это уже отец рассказывал. У него в каждой комнате лежала раскрытая книга. Причем разные книги. С пометками, с этим самым. Кстати, как одной из версий, что он стал жертвой именно того. У него, оказывается, была привычка читать, смачивать, значит, и листать вот так, смачивать историю. И, мол, листья какие-то вот, книги были отравлены. Может быть, я не знаю, это одна из 1000 версий такой. Я вам скажу одну вещь. У меня в семье отец был влюбленным в Сталина, потому что у него была возможность знать его близко. Не то чтобы знаком, а близко. Он бывал тамадой на его застольях Сталина. Сталин очень любил, когда, значит, к нему приезжали особенно иностранные гости. Он всегда отца просил, чтобы тот, значит, был у него тамадой, потому что папа прекрасно пел, играл на гитаре, был такой словослов, очень с юмором большим человек, все такое. И у него была эта возможность знать его гораздо ближе, чем все миллионы людей, которые его не знали. Я вам скажу одну вещь. Все, кто с ним общался, и была у них возможность с ним вот так, тет-а-тет, они все уходили от него без ума. Без ума. Я говорю о больших личностях, таких как там Черчилль, там, я не знаю, ну кто, кого только не было, понимаете. Не говоря уже о моем отце. И фильмы, 3 фильма он буквально посвятил ему, понимаете, это «Падение Берлина», «Клятва» и 19-й год. Потом уже, когда, значит, пришел Хрущев к власти, этот культ личности, все такое, отца выслали за это, за культ личности выслали в Свердловск. Конницы, которые папе, значит, одолжили буквально вот на 2-3 дня, чтобы все эти сцены он снял за эти 2-3 дня, они прямо со съемок буквально все, значит, поехали на войну, и никто из них не вернулся. Да, это правда. И потом приходили их родители к отцу и просили, чтобы на монтажном столе он медленно эту съемку показывал, понимаете, и каждый из них начинал кричать и плакать. Вот мой Иванов, вот мой Сырков, вот он. Ну, это, да. У мамы в ее последнем фильме, ей 90 там, и у нее есть потрясающие слова там, значит, что вот душа поет, а ноги и руки
вот эта душа, она всегда поет. И вот здесь ты всегда остаешься 18-летним. Всегда. И это, наверное, прекрасно.